И решила сделать слоеное тесто с матчей. В чем прикол? Почему это сложно? Ой. Потому что слоеное тесто, оно вообще сложно тем, что у него две сложности. Конкретно ты должен дрожжевое тесто сделать, а потом еще его прослоить с маслом. Ну, то есть это как бы два разных теста ты готовишь по двум разным технологиям, и это реально сложно. Это правда прям сложно. Вот такую формочку я планирую, вот там, чтобы кексик такой был. Так, ладно, поехали. Нам надо сухие дрожжи. Когда мы говорим с вами про микродозы, кто знает, что это? Правильно, микровесы мы берем. Так, 3 грамма дрожжи, 15 грамм сахар, 2 грамма соль, ну соли поменьше можно. Вот, сухое молоко, 8 грамм матча, 155 грамм мука. Нужно покупать специальную муку. Из того, что есть у меня в магазине, это Нордик. Дальше 40 грамм яйца в граммах. Так, 20 грамм обычное молоко. Вода. 45 грамм. Вот, и мягкое масло 20 грамм нам нужно еще. Мягкое масло имеется в виду сливочное, обычное. Так, и из этого всего счастья мы с вами должны замесить тесто. Тесто чаще всего смешивают все-таки мокрые и сухие отдельно, перемешивают как следует. И дрожжи как-то предварительно еще готовят. Вот. Хотите, делайте, но для нашего конкретно этого рецепта не нужно. Итак, получилась вот такая кака. Все видят каку. Кака получилась. Мы берем с вами миксер. Так, вот у нас, поехали, чтобы миксер поставился. Крюк. Все видят, что крюк. И ставим на замес. И не поверите, замешиваться оно должно 8 минут. А в это время мы с вами подготовим, между прочим, масло. Количество у нас маленькое, то есть он там прям маленький комочек вот такой. Вот. И при этом, да, масла у нас тоже немного, 115 всего нам нужно грамм. Его надо раскатать в прямоугольник. И как это делается, я сейчас покажу. Берем бумагу. Сгибаем из нее прямоугольник. Да. Сгибаем из нее прямоугольник. Прямоугольник. Это вот такой, наверное, будет у нас. Ну, вот примерно вот такой вот прямоугольничек мы сгибаем. Вот. И на одну детальку сейчас нарежем маслом. Вот. Дальше режем на кусочки, на пластики, я бы даже сказала. Распределяем. Стараемся сильно не греть. Порезала, распределила. Запаковала. И внутри уже сейчас дальше скалкой внутри распределяем полностью до прямоугольного состояния. Обратно в холодильник кладем, что нам наше масло всегда было холодное, вообще не растаявшее ни разу. Это прям важный момент. Когда растает масло, слойка не получится. Вот. Вот примерно до такого состояния. И кладем в холодильник, не греем. Так, вот практически уже замесилась, показываю. Липкая такая масса. Вот, да, липкая такая масса. Выгребаем туда всю нашу массу. Вот. И в идеале тесто у нас должно отдохнуть. Что значит отдохнуть? Слипнуться как следует оно у нас должно. Вот на этом этапе отдохнуть хотя бы полчасика. Я много рецептов, кстати, слойки вообще в своей жизни знаю. Есть у кого оно в холодильнике должно отдыхать. Есть рецепты, где оно должно отдыхать. Вот, поэтому
Смотрите, как вам ближе. Я считаю, тут надо ориентироваться по собственным ощущениям. Распределяем. Тоже делаю прямоугольничек, чтобы нам потом легче с ним было работать. Вот. Еще чуть-чуть прямо. Вот так вот. И ставим в холодильничек. Я сейчас положу где-то минут, наверное, на 30-40. Итак, что мы делаем дальше с вами? Мы достаем тесто. Вот, как вы его раскатываете, смотрите самостоятельно. Вот. Я бы, наверное, все-таки между пленкой раскатывала или между бумажкой. Вот, чтобы не было много и муки, чтобы не было, и раскатывала, чтобы достаточно хорошо. Давайте бумажку как минимум возьму. Вот. Достаем тесто, которое отдохнуло. У нас оно отдохнуло. Сколько оно у нас отдохнуло с вами? Оно у нас отдохнуло 2 часа. Нет, подождите, в 7 мы закончим, сейчас 8. Час. У нас отдохнуло примерно час. Да? Надо сохранить с одной стороны, чтобы оно у нас не прилипало, а с другой стороны, чтобы оно все-таки раскатывалось. Проверяем, в ту ли сторону мы сейчас раскатывать все это будем. Да, в ту сторону мы сейчас раскатывать все это будем. И аккуратненько, насколько это возможно, раскатываем. Получается, нам надо в 2 раза сделать больше. Да? В одну сторону раскатывает, а аккуратно. Угу. Угу. Убираем лишнюю муку, она нам вообще не нужна. Распечатываем наш пласт масла, не греем его, пожалуйста, в руках. Я вас очень прошу. Не греем, кладем. Кладем. И запечатываем. Раз, два. Полностью все краешки. Полностью все краешки запечатываем. Дальше мы его вот так будем раскатывать и складывать, соответственно, вовнутрь тоже швом. В данном конкретном случае, не знаю, можно раскатать, нельзя. Сейчас давайте попробуем, можно или нет, получится или нет раскатать. Сейчас попробуем. Смысл в том, чтобы нежно, спокойно раскатывать. И при этом, чтобы у вас ничего внутри не порвалось, ничего не нарушилось. Вот. Угу. Ну, примерно вот так норм уже. Отлично. Вот, да, и чтобы сложить, складываем вовнутрь. Также шов в шов. И запечатываем, да, чтобы шов-шов, чтобы тесто слиплось у нас с вами. Отлично. Чуть-чуть, немного. Чуть-чуть, немного. Вот так, по идее, надо сложить еще. Угу. Вот, и в таком виде идет остужаться опять. Еще на часик ориентировочно. Ну что, прошел еще час. Продолжаем наше издевательство над зеленой слойкой. Итак, смотрите, наш шов идет вот тут вот, да, вот там внутри. Если я его сейчас буду раскатывать вот так, вот в эту сторону, да, то я могу, вот это соединение, могу его раздвинуть просто. Оно может просто у нас разойтись. И именно поэтому его раскатывают всегда вдоль. Вот это, наверное, самое важное при раскатке. Остальное все ерунда.
Это хорошо. Да? Что важно? Пытаться сохранить все-таки прямоугольничек. Не раскатывать. Ну, вот это я себе сейчас говорю. С одной стороны все-таки раскатывать со всех сторон. Вот. Что я люблю, с одной стороны, раскатала, такая довольная. И все. И еще важный момент. Видите, как я перекладываю. Мы не греем. Да, по возможности не греем. Погрейте, может быть, какой-нибудь... Ай-яй-яй. Да. Осторожно, осторожно. Что важно нам? Нам важно, чтобы у нас с вами было немного муки, чтобы не рвалось тесто. Вот. Если оно порвется, вот у меня оно захочет рваться потихонечку. Да, что если оно порвется, то значит внутри будут дырочки. А дырочки это не есть хорошо. Аккуратненько, аккуратненько. Чуть-чуть, прям по чуть-чуть. Хорошо бы раскатать до полсантиметра, если получится. Не получится, не раскатывайте, положите в холодильник, пусть еще полежит. Вот. И теперь мы складываем еще 3 раза. И вот в таком виде отправляем опять полежать. Слипать все наши слои. Закрывайте тесто, чтобы оно не обветривалось. Вот. Аккуратненько. И еще на часик, а то и на 2. Время подходит к решительной фазе. У нас уже последняя, по сути, раскатка. И укладывание в формочку. Что будет дальше? В формочке она будет лежать и уже подниматься. Для этого нам нужна температура около 30 градусов. Это жаркое место, это жарко. Это не солнце, это не нагревательный прибор. Соответственно, как я это делаю? Я включаю плиту на минимум, ставлю, закрываю полотенце. Вот, и поворачиваю. Но я ставлю нелегко, у меня поворотных столиков тут миллион, соответственно. Вот, поэтому я ставлю на поворотный столик и поворачиваю на поворотном столике. Ориентировочно на часик, потом у нас сейчас пойдет в расстойку. Вот, итак, ну подготовлю, во-первых, форму. Это у меня брызгалка для масла. Купила на Озоне, так и называется, распылитель, по-моему, для масла. Вот. Туда я загружаю обычное растительное масло. Брызгаю, мне очень удобно. Мне так удобнее, чем куском масла мазать, еще что-то. Мне вот прям вот комфортненько. Ну что, база, прием. Поехали. Я же реально помру. Я столько не выдержу. Ночь в холодильнике, это просто для меня это просто что-то невероятное. Это очень много. Зачем это нужно? Чтобы тесто было более эластичное, чтобы оно не точно абсолютно не порвалось, чтобы с ним абсолютно точно у вас ничего не произошло. Вот, потому что, еще раз говорю, вот мне эти белые пятна здесь напрягают, мне кажется, оно порвется. Вот. А это не good. Это не есть хорошо. Вот. Ну что, дорогулечка моя, давай раскатывайся. Давай, лапулька моя. Не порваться. Не порваться. Спокойненько. Запастись терпением, временем. Спокойненько себе. Потому что оно тогда становится более эластичное. Более лучше держит форму. Лучше раскатывается. Лучше тянется. Все становится лучше. Вот. Не усердствуем, не раскатываем сразу. Вы, наверное, заметили. Не делаем сразу колею такую, и потом из нее пытаемся вырваться. Нет, по чуть-чуть, тихонечко. Вот.
Но я бы вот, знаете, наверное, уже больше бы и не делала. Режем. У меня получается на 4 колбаски. Вообще на 3 или на 2 надо было бы разрезать. Плетем косичку. Все же умеют из 4 плести косичку, да? Средний наискосок. Эти тоже наискосок. Эти наискосок. Эти наискосок. Дальше заворачиваем вовнутрь, кладем сюда и над стойку. Ну вот. Раз, два. Ну вот. Ну что, вот у меня получилась такая замечательная зеленая кучка. Да, и она идет у нас примерно на часик в теплое место подняться. Так, ну что, мои дорогие, прошло уже примерно полтора часа у меня поднималось это счастье все. Вот такой у меня бутербродик, вот так это выглядит, там крутящаяся тарелка, соответственно, и под полотенчиком это все поднимается. Выглядит оно вот таким образом, видно? И для того, чтобы оно было более красивое сверху, белком аккуратно его смазываю. Тут мягенько, прикольно, чтобы было более красиво. У меня тут о красоте вообще как бы особо речь не идет, но я ожидала, кстати, худшего варианта. Так оно более-менее еще. Вот так. И по выпечке. Так, и по выпечке. Температура 200. Ставим в духовку примерно на 30-35 минут. И минут через 10 примерно спускаем температуру. И примерно через 10 минут спускаем температуру до 180. Я пеку еще раз. Я пеку пирожочек. Потому что я хочу пирожочек. Все, пошла ставить. 200. Буду вам тоже там снимать, наверное. 30 минут. Ну, через 30 минут, в принципе, уже увидим, что там получилось. На вид красивенько. Я не поклонник зеленого чая. Узнаем, как оно на вкус. Итак, поставили еще раз. Температура. Ну, 200. Вот я не стала ставить 180. 180 примерно 30-35 минут. Ну что, я сейчас вам покажу, что получилось. Коричневый мой тортик. Кстати, может и ничего. Мы будем пробовать это еще доставать. Вот оно такое сильно, прям такое, сильно коричневое. Да. Еще, правда, кипяток. И, как всегда, мне хочется этот кипяток уже съесть. Так, давайте вниз вот так вот поставим. Мне хочется этот кипяток уже съесть. Ну, как всегда, мне самое вкусное для меня, например, это теплое. Да, и попробуем вытащить, да? Попробуем вытащить, положить как-то, не знаю, красивенько. Куда? На деревяшку. Давайте на деревяшке порежем. Деревяшку я принесла. Как-то доставать, я не знаю, но кипяток. Прям кипяток. Ну, в принципе, я довольна. То есть оно уже получилось, оно уже поднялось. То есть я не спорю. Ну, в общем, с нижней стороны, кстати, нормально выглядит достаточно. Вот, да. С нижней стороны. Оно такое рыхлое, прям сильно-сильно рыхлое. Вот, резать, наверное, буду завтра, но я сейчас все равно хочу разрезать, хотя бы чуть-чуть посмотреть, какое оно получилось. Так, ну вот показываю, когда оно остыло, оно, по правде, очень хорошо режется, отлично поднялось, все супер, видно слои, и на вкус я довольна, мне очень-очень вкусно.